Дрожащей рукой он бросил горсть земли в могилу. Милана прижималась к нему и плакала, хоть его и отговаривали. Но он решил взять дочь на похороны. Она держалась хорошо, все-таки девочке было 7 лет, и она должна была попрощаться с мамой. Алексей отошел и стал в стороне, дочь обнимала его и растерянно смотрела в сторону могилы. Люди подходили, бросали землю и отходили. В какой-то момент Алексей мысленно отстранился от всего, он смотрел в одну точку и ни о чем не думал. В ушах стоял звон, ничего кроме этого он не слышал. К мужчине подошла теща и дотронулась до него, ее рот двигался, но он ничего не понимал. Леша, уже в который раз обращалась к нему женщина. «Пойдем, уже все люди сели в автобус». «Я подъеду позже», — ответил он, вздохнув. «Хорошо». Теща согласилась, потому что была сильно женщиной. Она понимала, что плакать будет дома, где ее никто не будет видеть. «Милана, пойдем со мной, папа догонит». Девочка ушла с бабушкой, а Алексей еще некоторое время стоял, застыв на месте, пока не услышал шум машин. Работники уже загрузили лопаты и начали уезжать. Никого вокруг не было. Алексей вытащил из кармана маленькую камеру и прикрепил ее на соседнее дерево, он его сразу заметил и подумал, что оттуда будет хорошая видимость. Таким образом он хотел еще немного побыть с женой. Он купил себе игрушку, чтобы поставить на даче, хотел с Миланой снимать ночные видео, может быть, ежик пришел. Но они не успели ничего сделать. Мужчина решил, что пусть камера побудет пару дней здесь, а потом он ее заберет. Он даже не понимал, на что рассчитывал увидеть, просто хотел быть с женой. Поминки прошли как в тумане, еда, люди, какие-то соболезнования. Когор. Но Алексею хотелось тишины, никого не видеть, чтобы никто не смотрел на него жалобными глазами и не пытался выдавить из себя слов, которые все равно не помогут. Он считал эти слова и сочувствие дурацкими приличиями. Теща тоже что-то сказала, но, конечно, она хотела скорее отправиться домой, чтобы там горевать. Но сегодня этому не суждено было случиться, потому что она забирала Милану к себе домой. Алексей не возражал, он все равно не в состоянии был что-либо делать. Он извинился, сел в автомобиль и уехал. Он кругами ездил по городу, пока не стемнело, он продолжил но вдруг вспомнил о камере. Приехав домой, он сразу включил ноутбук, настроил трансляцию и как завороженный уставился на экран, как будто ждал чего-то, но ничего не было. Если бы не ветер, то было бы похоже на фото темнота и едва освещенные луной могилы. Алексей лег на диван, а ноутбук поставил на пол. Он пытался заснуть, периодически закрывал и открывал глаза. На экране ноутбука до сих пор ничего не происходило. Мужчина начал дремать, но спал плохо, много раз. Засыпал и просыпался. Потом снова смотрел на монитор и проваливался в дремоту. В какой-то момент он открыл глаза и увидел на мониторе женщину с цветами, прикрыл глаза, думая, что это сон. И тут же вздрогнул. Он чуть не упал с дивана, присматриваясь к изображению. Действительно, там была какая-то женщина, Алексей. Посмотрел на часы 1:30 ночи, сон сняло. Как рукой. Он присел и стал смотреть в монитор. Женщина была вполне живая, но все равно это выглядело странно. Может быть, кто-то не успел попрощаться с телом, думал мужчина. Алексей стал вспоминать, кто был на похоронах, и кажется, что там были все подруги Ирины, не было никого, кому нужно было прийти на кладбище, тем более ночью. А женщина стояла именно около могилы его жены. Потом она повернула лицо в камеру, и Алексей замер в шоке. Они смотрели друг другу в лицо. Но вряд ли она знала, что смотри в камеру, но Алексей был уверен, что смотри в лицо своей покойной жене. Он точно знал, что в гробу лежала его жена. Конечно, перед похоронами ее загримировали, но это была она. А сейчас, судя по внешнему виду, она была жива и здорова. И это точно была его жена. Он не мог ее ни с кем перепутать, ее осанка, манера поправлять волосы. У мужчины не было сомнений, что это она. Мужчина начал вспоминать события прошедших днем. Ему нужно было логическое объяснение того, что он сейчас видел. Как могло случиться, что его жена была жива? Он решил, что ее нужно найти. Алексей подскочил, схватил ноутбук и побежал в автомобиль. Он надеялся, что, возможно, она не успеет уйти. Мужчина вел автомобиль и посматривал на монитор. Некоторое время женщина оставалась в поле зрения камеры, но потом ушла. Алексей гнал и продолжал коситься в монитор. Он стал вспоминать, как случилась авария. Это было 4 дня назад.
Ирина возвращалась в работы и почему-то поехала другой. Дорогой, сказала, что заехала в торговый центр, в котором были скидки. Ирина всегда следила за распродажами в своих любимых магазинах, поэтому всегда покупала хорошие вещи за небольшую сумму. Это был последний раз, когда они разговаривали. А сейчас Алексей вспоминал разговор, и ему казалось, что она нервничала. Но, возможно, он сейчас накручивает себе. Вообще, в последнее время она часто была не в себе. Ссылалась на загруженность по работе. Шопинг был для нее отличным развлечением. Но дальше новость о жене он получил от полиции автомобиль. Жены вылетел с моста в реку, не справился с управлением. Это было в темное время суток, Ирина не была пристегнута. Мужчина часто ругал жену, что она пренебрегает этим правилом, даже штрафы часто приходили из-за этого. Лобовое стекло было разбито, а тело Ирины водолазы нашли. Чуть позже. Алексей сам ходил в морг для опознания, в гробу тоже. Была она, все это видели. Когда мужчина приехал на кладбище, никого уже не было. Он покрутился вокруг могилы, куча следов, невозможно было их выследить. Алексей со злостью ударил кулаком по оградке и разодрал кожу до крови. Он присел и увидел на земле бумажку, это был чек. Мужчина покрутил его в руках, надеясь, что его выронила Ирина. Сев в автомобиль, мужчина начал его изучать и определил адрес магазина. Он находился не в городе, а в какой-то деревне, и Алексей решил ехать туда. Он приехал в небольшую по сравнению с городом деревню. Но он не знал, как найти Ирину. Не по домам же ходить, хотя, почему бы и нет, подумал. Мужчина и направился к первому дому. Но, не успев постучать, он опомнился, ведь у него был чек из магазина, почему бы не начать с него. Продавщица действительно узнала Ирину по фотографии, которая вчера купила бутылку воды. И вообще, кажется, эта женщина сюда недавно переехала, сказала продавщица. Я видела ее не в первый раз. Куда? Алексея трясло от волнения, где она живет. Могу только предположить, продавщица с радостью делилась своими мыслями. Есть у нас один двор, хозяева искали хоть кого-нибудь, чтобы дом не пустовал. Может быть, там и живет ваша женщина. Через несколько минут Алексей уже ехал к этому дому. Он нерешительно постоял несколько минут, а потом постучал в калитку. Долго никто не открывал, но мужчине показалось, что качнулась занавеска. Он не собирался уходить, пока не увидит, кто живет в этом доме. И он дождался, Ирина вышла и со слезами на глазах бросилась в его объятия. Алексей ничего не понимал, не знал, что ему нужно делать в такой ситуации. Потом они прошли в дом, и Ирина рассказала, почему она прячется здесь. «У меня была сестра», — начала она. Вот и начались тайны, о которой Алексей никогда не знал. Ни жена, ни ее родители никогда не говорили о ее сестре. Но Ирина объяснила, что не знала о ее существовании. У родителей появились близняшки, это было неожиданностью. У них было немного денег, и они подумали, что не смогут потянуть двоих. Поэтому родители решили сдать одну из нас в приют. Даже имени не дали, женщина рассказывала и плакала. Еще месяц назад я не знала ни о чем, пока моя сестра не нашла меня. Сестра Ирины никогда не знала, кто ее родители, но в какой-то момент она решила найти свою семью. Сейчас это несложно, социальные сети, немного денег и многие тайны открываются. Она случайно увидела где-то фотографию Ирины и поныла. Что-то ее сестра. Когда я ее увидела, то не поверила своим глазам. Рассказывала Ирина. Сначала я была шокирована, а потом обрадовалась. Знаешь, такое чувство, женщина не знала, как это выразить. Словами, я думала, что это здорово, что у меня теперь есть сестра. Ее звали Ольга, она так и росла в детском доме. А потом у нее жизнь не сложилась, и она пошла по зонам. Но мне было ее очень жалко, ведь это родители обрекли ее на такую жизнь. Она не хотела общаться с мамой и просила ей ничего не говорить, не просила. Но я думала, что я-то здесь ни при чем. Я все спросила у мамы, и она рассказала, что тоже себя до сих пор не спросила. Мама спросила, откуда я узнала о сестре, я соврала. Что мне сказали подруги, будто видели похожую девушку. Но где она и кто, не знаю. Я думала, что, возможно, чуть позже организуем встречу. Но потом начался кошмар. Сестра начала меня шантажировать, сначала просто попросила денег, я ей дала, но ей казалось мало. Я предложила ей помочь найти работу, но она не захотела. Оказалось, что она ненавидит меня за то, что у меня все
Хорошо сложилось, а ей приходилось бомжевать. Я понимала, что ей было сложно, но она все тянула. И тянула деньги, понимаешь? Алексей с сочувствием смотрел на жену. Вот я и нашла ей этот домик, но ей было мало. Но ей просто хотелось денег, как компенсацию за то, что ей пришлось за все это время пережить. Потом она грозилась расправиться с тобой и с Миланой. Ирина не хотела идти в полицию, она боялась, чтобы ее сестра снова не попала в тюрьму. Женщина хотела помочь сестре, но боялась за свою семью. Вскоре она поняла, что Ольга очень опасна, ведь мирным путем не получилось договориться. Ирина пригрозила полицией, у них завязалась потасовка. Ольга полезла на сестру с ножом и, защищаясь, Ирина случайно ее убила. Мне грозит большой срок за это, понимаешь, плакала. Ирина. Я просто хотела, чтобы у нее все хорошо, я не знала, что так получится. Потом Ирина решила инсценировать свою смерть, ей помог одноклассник, который работал в больнице. Они заплатили водолазам и в морге. Женщины похожи как две капли воды, и тем более. Ее никто бы не стал искать. Девочку очень любят родные и друзья. Они в один голос уверяют, что у нее красивый смех и позитивный взгляд на жизнь, а еще она хорошо справляется с компьютером. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.